Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков от повестки. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Хейтеры, с кисточкой вам, недруги. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Да, сегодня немножко необычно, сегодня не мобильный офис у меня. Я сегодня на даче. Погода хорошая, весна, поработали немножко на даче. Вон, виноградик, почки расцветают. Красотень, красотень. Так, ладно. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала, но и этих обоих. Вы видите справа от себя на два QR-кода. На дисплее мониторе компьютера или телевизора. Это мой влоговый музыкальный канал. Добро пожаловать. Адекватным людям добро пожаловать. Также вы видите QR-код от телеграм-канала, который был специально создан для этого YouTube-канала, чтобы могли поделиться своим мнением, ссылкой, ну, или просто подискутировать. Адекватным людям добро пожаловать. Темы различные, не только политика, я больше сказал бы, наверное, не политика, а как пожарить курицу, покопать картошку и еще что-нибудь сделать на даче, например. Да. Так что присоединяйтесь. Очень маленький, добрый каналчик. Добро пожаловать. Ну и что? Давайте поговорим о гостях. Гости жалуются. Они жалуются, как им плохо жить в Германии, снимают тиктоки, снимают всевозможные вещи. И хают, да, не едьте в Германию, плохо в Германии. А хотите, я вам скажу правду, хорошо ли в Германии? Ну да, я прожил тут уже больше 30 лет, да. В принципе, да, мне хорошо в Германии. В принципе, у меня менталитет уже совсем другой. Приехал я, скажем так, почти ребенком. Отучился и всю жизнь отработал здесь и работаю дальше. Да. Конечно, уже где-то в другой стране себе, ну, можно представить, да, с нуля начать опять лет 10, и все будет хорошо так же, да. Ну вот, они понаезжали, поприезжали, снимают тиктоки, туда поехали, сюда поехали. Ну, гости, да, 30 стран посетили, сидя на выплатах социальных. Солнышко светит. Охренеть, очечки я не взял. Да, и в тиктоке снимают. Ну, нашел я, в общем, 3 ролика кролика. Давайте посмотрим сейчас один из них, как они высказываются. Поехали. Кто кричит в Европе, жить, слушайте, какими дикарями вы были в Украине. То есть многие кричат, мы сейчас в Европе, можем себе позволить, даже те, кто работают, путешествовать. В Украине вы что, не могли себе позволить путешествовать? Я, например, жил, мог позволить. Мои все знакомые жили, могли позволить. С каких сел вы повыбирались, когда пишете, что в Украине было а в Европе сейчас хорошо? Мне кажется, кто занимался бизнесом, либо чувствовал себя уверенно в Украине, чувствует себя довольно в Европе. А кто вырвался с какого-то колхоза, села, с Украины, где на хуторе 30 человек живет, конечно, для них Европа это что-то, особенно когда сидят на социале и на пособиях. Вот так, ребят, если сидишь на социале, получаешь пособие, да, с хутора, ну, он прав, в принципе, да, конечно, понаезжали те, которые чупа-чупса даже не видели, и начинают снимать ролики, я во Франции, я еще где-то, я еще где-то, я еще где-то. По работу они даже не думают, так как зачем работать, правильно? Есть другие, кто пойдут на работу в 3 часа ночи, станут и заплатят налог, штоер, а они получат деньги. Кстати, да, я очень много встречал украинцев, когда отдыхал, ездил в различные страны. Спокойные те времена еще, и очень много народу отдыхали. Ну, кто-то гриль тащит, извиняюсь, немножко громко сейчас будет. Так, ну а что, теперь я поставлю вам еще один ролик, чтобы не быть голословным. И, кстати, да, мой контент базируется на том, что я в различных соцсетях ищу ролики, высказывания о стране, о людях, о личностях, мнения негативные, позитивные, и делаю нарезку. Я разбираю эти ролики, вы комментируете. И свои 5 копеек я буду вставлять, как раньше вставлял. Если вам что-то не нравится, вы просто проходите дальше очень широкими шагами. Для тех, кто смотрит и досмотрел до этого момента, огромное спасибо. Также огромное спасибо вам за комментарии, добрые, теплые комментарии. Я читаю комментарии все. Да, ответить все не могу, это просто мне физически нет шансов. Да? Ну давайте послушаем еще одного гостя. Не едьте жить в Германию. Это самая несчастливая страна. Я опровергну его. Врет. Если люди привыкли жить на халяву, для них это тут не будет счастья, так как по жизни платить не будут.
И когда идут выплаты, ты постоянно на крючке и на проверке. Ни машину не купить, ну ладно, машину дешевую можно купить там, и то не всегда не факт, да. Ни туда, ни сюда не дернуться. А хочется много чего, поэтому надо идти работать. Так что врет, что несчастливая страна. Здесь просто вас задушат налогами. Опять врет. Если все правильно делать, все получается очень даже хорошо. И вы будете работать как робот. Просто нон-стопом. Но этого не стоит. Есть куда круче страны, да, куда можно поехать жить. Не делайте тех же ошибок. Ясно? Не делайте тех же ошибок. Правильно, езжайте в Канаду. В Канаде очень хорошо. Езжайте. Там хорошие выплаты. Там ждут. Так что чемодан, вокзал, Канада. Да, ребятки. Нет, это еще не конец. Но перед тем, как я поставлю вам третий ролик, Cargo-In растаможит доставить ваш груз по всему миру, США, Европа, страны СНГ, включая РФ. Все адреса, электронную почту, телефон найдете в описании под этим роликом. Смотрим дальше. Досить брехати своїм родичам в Україні, що у вас тут все класно. Ми всі знаємо правду. Давай чесно, скільки ще ти будеш виставляти красиві історії з кавою з європейських кав'ярень? Да, есть такие. Вот я кофе пью в Барселоне, вот я кофе пью Кёльна-Дом, вот я кофе пью в Дюссельдорфе, да. Ну, а работать? А потім йти на зміну 10 годин на роботу. Або прибирати чужі будинки. Твої друзі вдома думають, що ти тут на курорті. Що Європа чи Америка дає тобі гроші просто так. Просто так здесь ничего не дают. Отдавать надо будет сполна все. Все сполна, с процентами даже, поверьте. Що ти в безпеці і кайфуєш. А ти боїшся їм сказати, що рахуєш копійки до кінця місяця. Ти боїшся сказати, що в тебе тут немає друзів. Що ти забув, коли останній раз купував собі щось дороге, бо треба платити за оренду, яка просто космос. Ти працював юристом, вчителем, менеджером в Києві чи Харкові. А ким ти працюєш зараз? Ну как, если 5 образований, незнание языка, хотя же сразу банком руководить, да? А, не тут-то было, не тут-то было. Напиши в коментарях свою минулу професію і теперішню. Просто, щоб ми побачили масштаб. А ці нескінченні листи від місцевих служб. Джоб-центр, уженди, соціальні служби. Ти постійно маєш доводити, що ти існуєш. Правила змінюються щомісяця. Пільги урізають. Нас технічно видавлюють на найнижчу сходинку суспільства. Нет, никто никого не выдавливает, просто надо тупо идти работать, а не сидеть на шее у дяди Сэма. Ми стали дешевою робочою силою. І це факт. Дешевую рабочую силу, сами виноваты. Учи язык, учи профессию, иди работать. Как это вот? 3 образования получить в 25 лет, а за 4 года язык не выучить. Ну, вот они образования. Факт, який гірко визнавати. Але ми терпимо. Чому? Ми кажемо це заради дітей. Але давай подивимось правді в очі. Твої діти вже ідеально говорять місцевою мовою. Вони стають німцями, поляками, іспанцями. Вони віддаляються від нашої культури. І ти ловиш себе на думці, а чи повернуться вони колись додому? Как они станут немцами? Ребят, напишите мне. Я уже говорил, с Кугеборн Швайншталь, блядь, ты маку, да? То есть корова, рожденная в свинарнике, она останется коровой, да? Если ты приехал с Украины в Германию, ну, ты не станешь немцем. Ты получишь, может быть, это под очень большим вопросом, гражданство, но не немцем ты не станешь. Если приехал ты в Испанию, ты не станешь испанцем. Нет, не суждено. Надо родиться и быть по крови испанцем. Думаю, що ні. І ти теж сидиш на валізах 4-й рік. Ти і тут не став своїм, і там вже наче чужий. Прірва між нами і тими, хто в Україні, росте кожного дня. Вони не розуміють нас, ми не розуміємо їх. Ну, почему мы должны вас понимать, если вы не говорите на немецком языке? А вы не понимаете, вы не хотите учить немецкий язык. Все очень просто. Знаєш, що найстрашніше в еміграції у 2026 році? Самотність і день сурка. Дім, робота, дім. Вихідні пролітають як 1 година.
Ти просто спиш, бо в тебе немає сил. Немає сил жити те європейське життя. Життя, про яке ти колись мріяв. Ми втратили своє минуле. І ми досі не побудували майбутнє. Ми просто зависли в повітрі. Я знаю, що зараз в коментарі прийдуть люди і будуть писати «Не ний, повертайся в Україну». Або прийдуть ті, хто скаже «А я відкрив тут бізнес, в мене все супер, ви просто ліниві». Я дуже радий за них. Ну вот, я тоже 5 копеек ставлю. Я соглашусь с последним его высказыванием. Да, все функционирует очень хорошо. Учить язык, учить профессию и все делать правильно. И все будет как по маслу работать. Но если бегать на сука, вариаться и с кавой, то Франция, то Испания, то еще что-нибудь где-нибудь, да, я тут, я там, вот моя кава, а вот он я, ну, конечно, так ничего не получится. Окей, нехай пишуть. Але я хочу почути тут тих, кому зараз важко. Тих, хто втомився бути сильним. Де ви зараз живете? Скільки років ви вже за кордоном? І головне питання, чи плануєте ви коли-небудь повертатися? Напишіть правду в коментарях. Давайте хоч тут перестанемо носити ці ідеальні маски. Чекаю вас там в коментарях. Поширюйте це відео. Всі повинні знати правду. Вот, ребятки, и я теперь вас тоже спрошу. Я надеюсь, вы поняли то, что он сказал. Ну, я стал немножко понимать уже, да, столько роликов пересмотрел. Напишите вы в комментариях. Мне вот интересно теперь знать о людях, которые проживают давно в Европе. Не обязательно Германии. Испания, Италия, да. 30 лет, больше 30 лет, 20 лет, 25 лет это минимум. Хотели бы вернуться вы обратно в ту страну, откуда вы приехали? И как вам нравится после 30 лет проживания в новой стране? Ну, скажем, если кто в Германии проживает, это аузы для окей, они вернулись на родину предков. Это немножко другой вопрос, скажем так, вторая родина, да, это не иммигранты, это немцы. Вы тоже напишите, насколько вам нравится в Германии. И вот, как он сказал, день сурка. Ну, я с ним не согласен, да, я с ним, это опять мое личное мнение, да. Для меня все по-другому, например. Я сколько людей знаю, у них все по-другому. Ребят, дома, лодки, мотоциклы, Скандинавия, Швеция, Норвегия, рыбалка, на лодках, моторках, да, на море рыбачить, туда-сюда. Но о чем он говорит? Что он за бред несет? И бизнес вести, да, и работать. Все это работает прекрасно, и все это функционирует, если ты это хочешь делать. Да, надо работать, конечно. Как я сказал, носу ковыряться и с кавой возле Кёльна дома бегать. Это так не будет. Напишите мне. Ну и можете написать, господа с других стран тоже. Мне будет очень интересно. Смогли бы вы переехать в другую страну? Так вот, оп, и перепрыгнуть. Спасибо, что вы смотрели ролик до конца. Огромное спасибо. Тут папик скрипит немножко с колодцем. Колодец надо смазать. Огромное-огромное спасибо. Спасибо также за ваши комментарии. Пишем комментарии адекватно, конструктивно, чтобы YouTube не фильтровал. Все. Не забываем подписаться на каналчик. Добра, удачи!